Добрый вечер, зрителям моего канала. Столкновение цивилизации. Продолжаю вас информировать о ситуации на Украине не только. Напоминаю о том, что у меня есть группа ВКонтакте, канал на Рутуб и Дзен. Все ссылки находятся под видео. Уникальные кадры. В нацпарке Святые Горы на Лиманском направлении вчера была обнаружена и прямо на ходу уничтожена из гиацинта бронемашина «Казак-1». Стрельба из горизонта. Танк уничтожает бронетехнику ВСУ на фронте у Сватово-Кременной. Кадры уничтожения ключевых точек обороны противника в Угледаре с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Результат работы российских артиллеристов на Авдеевском направлении. Колесо одно въебаное? Что? Серый, выбивать его или оставить только? Все. Уничтожена техника ВСУ в районе Новоселовск. А это боевые действия на Солидарском направлении. Красавцы, блядь! Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике организацию нанесения удара ракетой «Циркон» по морской цели на удалении более 900 километров, отметила Минобороны России. Ракетная атака. Стрельба по надводной цели гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Сегодня проводилось корабельное боевое учение по нанесению ракетного удара по надводной цели противника. На дальности более 900 километров было применено гиперзвуковое оружие «Циркон». Эффективность составила 1 единица.
То есть в нашем варианте электронным пуском, работая всего корабельного боевого расчета, были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс, которые они показывали, эти характеристики на предварительных испытаниях и на государственных испытаниях. Корабль в точке. Есть, значит, пусковой цикл, крышка открыта. Есть сход изделия по ракетоместу номер 1. Крышка закрыта. Социал-демократ партии Германии Ральф Штегнер не верит в окончательную победу Украины. A debate that is only focused on new weapons, which is, I think, a wrong idea. We just decided to send armed vehicles to the Ukraine, and in the moment that was decided, the next questions were raised whether we shouldn't send Western tanks, and what's the next, Western airplanes, and someday we talk about Western troops, I don't know. So I don't think that this is the right thing to do. If you look, for instance, at the American military engagement, the last successful one was the liberation of Europe, World War II. Most other military experiments that from Vietnam to Syria, Afghanistan, Iraq haven't been successful. I'm leading a committee that looks at the Afghanistan war, and which has been going over 20 years with a disaster at the end. And I think we should avoid to think that political difficulties can be solved by military means. Эшелон с бронетехникой замечен в Белостоке. Местные жители польского приграничья продолжает фиксировать поставку бронетехники границам союзного государства, то есть Беларуси. В составе эшелона движутся американские бронетранспортеры М113, бронированные медицинские машины на базе Брэдли и другая бронетехника. Напомним, рядом с Белостоком, в 50 километров от белорусской границы, идет формирование первой пехотной дивизии легионов. В немецких соцсетях гуляет вот это видео. Утверждает, что снято оно в 40 километрах от польской границы. Мол, пока там имитируют обсуждение в Берлине, леопарды уже загружены на платформы. БТР-82А десантно-штурмового батальона 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты выдвигается в сторону Угледара, где со вчерашнего дня вооруженные силы России старательно продвигаются вперед. Полковник Дуглас Макгрегор об отставке Арестовича. Алексей Арестович был спинмейстером или специалистом по связям с общественностью, пресс-секретарем, сотрудником Министерства обороны. И он внезапно ушел в отставку, а затем он высказался. Он сказал, что серьезно сомневается, что украинцы смогут победить в конфликте с Россией, и задался вопросом, могут ли они вообще пережить этот конфликт. И тут вдруг его заблокировали, и от него больше ничего не слышно. Но, насколько мы знаем, он пока еще не убит. Я бы предположил, что у него на спине большая мишень. Бывший представитель правительства, который уходит в отставку и говорит, что мы проиграем. Я думаю, что это, вероятно, хорошо, он хотя бы отвлекает внимание от нас и тех, кто находится в списке смертников. А это по принципу наглости нет предела. Украинские беженцы, точнее беженки, недовольны бесплатными квартирами. Короче, зажрались. Номер. Заходим. Нету ни веничка, ни совочка. Кураторы сказали, что должны купить сами веник, совок, какой-то тазик, ведро, чтобы мусорное кидать в мусор. Все должны купить сами. Двухспальная кровать, вот и такая. Ни постельного белья, одна подушка, одно одеяло. Да подожди, надо разгребать. Сейчас покажу то. Да, я сейчас все сниму. Сидите. Туалет, ванну покажу. Туалет, ванну еще, скажем так, по-божески еще. Короче, условия жесть.
живем. Вот он типа кухня. Вот это кухня. Це такий ужас, це така кухня. Ні духовки, нічого нема. Я просто в шоке. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Масютовка, Купянск, Грениковка Харьковской области и Новоселовская Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовская Луганской Народной Республики пресечены действия 7 диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, 3 бронетранспортера, автомобиль и 2 самоходные гаубицы производства Германии. На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплением живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 4 самоходные гаубицы, 1 немецкого производства, 1 польского производства, а также МСТА-С и «Гвоздика». На Донецком направлении подразделения южной группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Залезнянская, Дуброво-Васильевка, Северск и Победа Донецкой Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Разлив и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, 2 пикапа и гаубица МСТА-Б. На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра. Также в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии российских войск поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 лодки и 2 боевые машины пехоты. Сводка с фронта. Важно, на Кременском направлении есть отличные успехи российской армии. В некоторых местах продвижение доходит до 2 километров. Артиллерия работает каждые 20-30 секунд, ВСУ даже головы поднять не могут. У ВСУ затруднения с эвакуацией раненых ввиду плотного артиллерийского огня и постоянного разведконтроля наших операторов беспилотных летательных аппаратов. Также за истекшие сутки Вооруженные силы России заняли несколько важных опорных пунктов противника, что позволяет развивать наступление с более выгодной позиции. Как отмечает комбат Востока Ходаковский, наши войска продолжают наступление на Угледар. Темпы нашего продвижения к вечеру снизились. Противник подтянул резервы, усилил сопротивление, проявив наиболее активные узлы. С рассвета по настоящее время наша артиллерия занимается их подавлением, пехота производит перегруппирование. Наши потери существенно ниже, чем принес первый же день наступления на Павловку, но и выраженных результатов пока нет. На некоторых участках противник был выбит с первой линии, но отошел за крепостные стены шахтных коммуникаций практически в черте Угледара. Предстоит тяжелая работа, рассказал комбат ДНР. Далее, ВСУ готовили наступление на Мелитополь и Бердянск, но российские войска нанесли упреждающий удар и продвигаются вперед. Как отмечается, на Пологовском участке фронта российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя и взяли под контроль несколько населенных пунктов, рассказал глава движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов. Далее, наши бойцы выбили и выдавили боевиков ВСУ с нескольких опорных пунктов на оборонительном рубеже Малиновка, Чаривная,
Червное, сообщил он. Это именно тот участок, где боевики из 102-й Ивано-Франковской бригады теробороны ВСУ массово отказываются выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции. В Купянске Харьковской области сегодня был уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. Далее, как отметил Денис Пушилин, что подразделение ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске. Он отметил, что бойцы ведут бои и на окраинах, и в кварталах, которые недавно удерживались противником. «Вагнер» продвигается в восточных районах Артемовска, вокруг города продолжаются наступательные действия, продвигаясь к западу от Подгородного. Между Предтечным и Клещевкой также ведутся штурмовые действия с целью перерезать трассу, соединяющую Артемовск с Константиновкой. В то же время вооруженные силы Украины готовят контрнаступление на Запорожском фронте, фиксируется скопление до 40 тысяч боевиков. Цитата: «Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению, мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей». Под Запорожьем стоит очень большая группировка, по разным подсчетам это до 40 тысяч человек, отметил в Рио губернатор Запорожской области Евгений Болицкий. Как отметил источник «Резидент», опираясь на информацию от Офиса президента Украины, что Залужный и Пентагон требуют от Зеленского начать вывод войск из Бахмута, чтобы не попасть в оперативное окружение. Офис президента готовит информационную кампанию, которая позволит сместить акценты с отвода войск и обосновать необходимость подготовки к новому контрнаступлению. Украина готовится к введению на свою территорию войск НАТО. В сети обращают внимание на предлагаемые изменения в некоторые законодательные акты Украины по вопросам безопасности и обороны. Так, закон Украины о порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины предлагает после слов «применение оружия во время» дополнить словами «выполнение боевых, миротворческих и гуманитарных задач». Подобное усовершенствование законодательства открывает дополнительные возможности для ввода иностранных войск на территорию Украины. Но я могу предположить, что, скорее всего, разговор идет о польской армии. Возможно, вперемешку там с американцами, еще с кем-то, но предположительно разговор, наверное, будет идти о западной части Украины. Чтобы, как говорится, было все юридически обосновано, вот принимает такой закон. Далее, Байден сегодня может объявить о поставках на Украину 30-50 танков «Абрамс». Таким образом, Вашингтон выполнит условия Германии, которая вслед за американцами начнет поставки на Украину танков «Леопард». Однако, предположительно, Украина их получит к концу 23-го, началу 24-го года. Предположительно, «Абрамсы» будут заказываться у производителей, а не передаваться из существующих запасов США. Скорее всего, у них будет экспортный вариант с упрощенной начинкой электронной, да и, я думаю, много чего там будет упрощено. Все это сделано для того, что в случае, если мы затрофеем эти танки, те технологии, которые нам попадут, не нанесут интеллектуального, скажем так, ущерба американской промышленности, военной промышленности. Далее, Германия объявила, что направит Украине 14 танков «Леопард-2». Об этом заявил уже Кабинет министров ФРГ. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков в Украине, заявили также в правительстве ФРГ. Подготовка украинских экипажей должна начаться в Германии как можно быстрее. Помимо обучения, пакет танковой помощи также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание машин. Где, правда, они их будут обслуживать, не совсем понятно. Возможно, опять же, в Польше. Я могу предположить, что там построят какой-нибудь ремонтный завод. Далее, Нидерланды тоже планируют поставить Украине танки, но перед этим они выкупят 18 этих самых «Леопардов» у Германии, а после передадут уже Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рюте. Испания присоединилась к европейскому плану поставок танков «Леопард» в Украину, об этом пишет местная газета «Эль Паис». Португалия может передать Украине 4 «Леопарда» 2А6. Страна имеет 37 таких танков, 12 из которых полностью боеспособны. То есть, я предполагаю, они отправляют из 12 4 штуки, у них остается всего 8 боеспособных. Гениальные политики, конечно, в Португалии, молодцы. Короче, количество танков по инфографике, то, что вы сейчас видите, в общей сложности я насчитал где-то 270, ну плюс-минус 270 танков «Леопард» и «Абрамс». Почему приблизительно? Потому что там 30-50 «Абрамс». Точной цифры нет. «Челленджер» я в это число не включал. Теперь, что на этот счет пишет телеграм-канал «Легитимный». По данным
источника такая срочность в передаче ВСУ танков связана с несколькими вещами. У ВСУ дефицит танков. В начале войны их было почти около 2000 штук. После партнеры добавили еще более 700 штук. Большинство уже уничтожены или поломаны, подбиты, проходит ремонт в Польше, Чехии, Болгарии, Румынии. Военные заводы там работают на Украину, но сроки их возвращения в строй от 3 до 9 месяцев. Сейчас в Украине насчитывается около 600 машин в строю, но они растянуты по всей линии обороны. Россия создала ударный кулак в 1500 танков и готовится к марш-броску. Плюс Россия вводит в игру более новые танки Т-90 «Прорыв», что усложнило жизнь танкистам ВСУ, которые встречаются на поле битвы с этими машинами и проигрывают, так как они более модернизированы и видят больше, бьют сильнее, точнее и дальше. Бронированные машины, такие как Max Pro и Кирпи и так далее, уступают танкам и становятся легкими целями. В Бахмуте, Солидаре, Северской ВСУ потеряли более сотни таких машин. Также БМП и БТР не могут справиться с новыми танками и несут огромные потери. Запад решил выровнять шансы. Говорить, что передаваемые 100-200 танков хватит для нового наступления, это манипуляция и глупость. Для наступления необходимо более 500 машин, не говоря уже про артиллерию, САУ и крупные боевые беспилотные летательные аппараты. Скорее всего, это усиление обороны и попытка не дать России совершить блицкриг. Как отмечает опять же уже канал Резидент, что источник офиса президента рассказал, что президент ожидает поставки 150-200 танков «Леопард» для ВСУ, чтобы организовать контрнаступление на запорожском направлении и разрезать сухопутный коридор на Крым. В то же время тот же самый источник сообщает, что Пентагон и Генштаб разрабатывали весеннюю наступательную кампанию с учетом 200 танков «Леопард», которые поступят в Украину в марте. Вся информационная кампания была необходима для создания необходимого общественного мнения на Западе, что это решение не переход красных линий, а продолжение единой военной кампании. Далее, США в 6 раз увеличит производство артиллерийских снарядов для поставок Украине, об этом сообщает New York Times, со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. В основном речь идет о снарядах 155 мм калибра, наиболее широко используемых Украиной. Ожидается, что через 2 года их производство вырастет до 90 тысяч единиц в месяц с 14,5 тысяч снарядов в месяц сейчас. Это самая масштабная модернизация оборонной промышленности США за последние 40 лет. Такого уровня производства не было со времен Корейской войны, говорится в материале. Цитата: «Решение армии расширить производство артиллерийских орудий является самым явным признаком того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война», пишет New York Times. В Генштабе Чехии заявили о необходимости частичной мобилизации в случае войны НАТО с Россией. Без больших материальных резервов мы не будем в состоянии вести возможную войну против такого сильного врага, как Россия. Об этом заявил начальник Генштаба Чехии Карело Ржека. Добавил, что в Европе необходимо будет провести частичную мобилизацию людей и техники. Могу предположить, что когда Украина закончится, это уже моя точка зрения, прибудут уже чехи или еще кто-нибудь другой. Но я изначально отмечал, что в затяжную войну нам ни в коем случае втягиваться нельзя. Это было на начальном этапе мной сказано. В то же время отмечалось, что Запад начнет готовиться к противостоянию с нами. Это как бы тоже мы видим уже. Но я могу предположить, что мы можем закончить эту войну буквально, наверное, за пару дней, если мы предпримем более жесткие меры и поднимем градус напряженности. То есть не ждать, когда они это сделают, а мы это сделаем. В одной из видео своих отдельных рубрик я об этом расскажу. Сразу не считайте меня сумасшедшим, исключительно с холодным умом я буду подходить. И думаю, что мои аргументы вполне будут убедительны. И последние 2 новости положительные. Иран подписал меморандум, открывающий путь к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости представитель МИД Узбекистана. Цитата: «Сегодня подписан меморандум о обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», сказал собеседник агентства. Подписали документы представители глав МИД Ирана и генеральный секретарь ШОС. И последняя новость. Тема создания собственной валюты БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в августе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С вами была рубрика «Современная геополитика». До новых встреч на моем канале.